Это Мип Сити. Некогда просторный уголок для недостаточно зрелого комьюнити. Это было то место, в котором вы бы могли краситься и вчера. Но жизненная рутина может всех наскучить, и наши желания могут перерасти во что-то большее, что движет нашими внутренними желаниями. Это был не просто типичный RP-плей с нудными механиками. Это было что-то революционное. Та игра, в которой было все красочно, все отработанное и необычное, не могла не обратить на себя внимание любопытных ребят. Но как мы все знаем, Мип Сити и есть тот самый плейс, в котором еще не совсем окрепшие умы могли перейти детскую черту и захотеть стать взрослыми. Да, про отеров и говорится. Время шло, и 30 января на 5-й ежегодной премии Bloxy Awards Мип Сити забирает номинацию «Лучшая мобильная игра года». И вскоре Мип Сити достигает рекордной отметки в 2 миллиарда визитов. Этот плейс по-своему грел сердца, и те успехи, которых достиг Мип Сити, добивались неспроста. Эта история могла быть об успешной карьере создателя Мип Сити и его детища, но мы все прекрасно знаем, что история не любит наклонностей. Эта история могла быть о головокружительном взлете, но, как показывает практика, не всегда все может идти гладко. За спиной Мип Сити скрывалось множество нетопных тайн, которые порочили репутацию самого плейса и его главного разработчика. Как так получилось, что игра, в которой все было красочно и весело, вдруг оказалась развалинах своей прежней славы? В рамках рубрики Репластори я хотел бы вам рассказать эту трагическую историю. О том, как, поставив свои интересы выше своей мечты, можно потерять все, чего вы добивались все эти годы, и как равнодушие к проблемам может привести к падению с вершины. Хоть я мог бы рассмотреть историю Мип Сити еще с 2015 года, начиная со времени его разработки, для ее более глубокого понимания я начну с одного человека, вокруг которого будет разворачиваться вся история Мип Сити. Алекс Ньютрон. Алекс Ньютрон, или же просто Алекс, родился в 1995 году и начал свой путь в мире Роблокса еще в далеком 2007 году. В одном из архивных интервью Алекс рассказал, что начинал свой путь в Роблоксе еще энтузиастом. Он изучал множество игр, которые были на первой странице Роблокса, и играл в каждую из них. К слову, все игры ему реально понравились. Его вдохновляло то, что люди пытались проявить себя творчески, и Алекс начал с изучения языка Lua и всего, что было доступно в тогдашнем Roblox Studio. Во время изучения моделек Алекс увидел одну космическую пушку и решил изучить код этой модельки. Так он обнаружил пулю и решил ее увеличить, из чего она стала напоминать на шар для игры вышибалы. Так, 14 лет Алекс создал очень простую карту с разноцветными сторонами для поля, написал скрипт для создания системы раундов и выпустил первую часть Доджибола еще в 2009 году. Уже до 4 июля Алекс выпускает плейс, похожий по специфике на Natural Disaster Survival. Самих испытаний особо не было. Вам нужно было только уворачиваться от извержения вулкана и выжить до конца раунда. Уже к концу года Алекс разработал Фортуну, основанную на американской телепередаче «Колесо Фортуны». Ну и там тетишки в прямом эфире могли слишком матерные понаписать. Да. А вот и Мип Сити, главное детище Алекс Ньютрона. Если вы думали, что первое упоминание о Мип Сити в целом появилось еще во время ее разработки, то вы сильно ошибались. В 2012 году Алекс тогда разработал игру, которая являлась первоначальной версией самой Мип Сити – Social Mips. Помните всем знакомые вам флеш-игры в браузерах, которые запускались благодаря Adobe Flash Player? Одной из таких игр была первоначальная версия Мип Сити. Игра представляла из себя что-то вроде онлайн-чата с тусовками, которые были вдохновлены такой игрой, как Клуб Пингвинов. Люди могли также скоротать свои вечера и поразвлечься с друзьями, как в том же Мип Сити. Те шары, что вы видите на экране, их называют мипами. Вы их видели в самой игре не один раз. Поэтому факт того, что мипы живут дольше, чем мы себе представляли, кажется довольно-таки необычным. Еще когда Steam был чем-то обыденным и мега популярным, Алекс тогда пытался закрутить Мип Сити и в сам Steam, но зеленый свет в его сторону так и не загорелся. Долгое время он держал у себя в голове идею отработки и реализации своего главного проекта жизни. И уже через некоторое время он начал стажироваться на акселератора,
То есть он вникал, как лучше привлечь любопытных ребят, чтобы они играли именно в его плейсы. И, кстати, есть очень интересный факт. Алекс вообще думал над тем, чтобы сделать Mip City RPG игрой. Вам не послышалось. RPG. Он тогда думал над внедрением квестов и исследованием самой карты. Но в один момент он обратил внимание на игроков, которые веселились в его же созданной пиццерии. И над его головой включилась лампочка. Вскоре сотни людей начали заходить в его игру, в которой все, что вы могли сделать, просто выложить пиццу на прилавок и съесть ее вместе с другими игроками. Реальный новатор. Это было, кстати, во время стажировки, и он твердо решил, что ключ к успеху является социальный аспект самой игры, и он решил обратить на нее свой взор. Таков слоган Роблокса, включая воображение. Чем Алекс Ньютрон будет заниматься на протяжении всей своей дальнейшей разработки Mip City. Стажировка Алекса, к слову, прошла не даром, ведь он отработал свой первый успешный проект в Роблоксе и выпустил уже как отдельную часть. Тот же Бол. К слову, тот же Бол и стал одним из самых культовых плейсов тех времен. Наш работяга не собирается останавливаться. Благодаря стажировке Алекс включил ту самую лампочку и глубоко проникся в разработку Mip City. Через 1,5 года, после того, как было опубликовано это видео, Алекс объявил о скором выпуске игры, над которой он так усердно трудился. Он даже назначил помощника дизайнера-строителя, известного как Holiday Power, который помог ему с доработкой зданий. И, наконец, долгожданный релиз. После долгих ожиданий, Алекс Ньютрон открывает бета-версию Mip City. Изначально Алекс добавлял саму игру в систему очередей. Это когда вы добавляете максимальную вместимость плейса в любое количество игроков, а уже оставшиеся ребята выжидали, когда освободится для них место, и уже сами смогут сыграть ваш плейс. Что он и сделал. Игроков стягивал плейс. Всем действительно нравилась игра. Вспомните, что в Роблоксе очень хорошо работает такая логика. Спрос рождает предложение. Патима с дизайнером Асима просекли, что у того же Prison Life не хватало доработки локаций, каждых ролей, которые были в игре, доработки механики игры. И эти двое действительно все доработали. Новые локации, машины, ограбления, оружие. Какой плейс, кроме Jailbreak, мог бы предложить подобного рода контент? То же самое, что и с Mip City. В один момент Алекс понял, что его плейс уже ежедневно стал набирать по 1000 игроков в день, и он решил убрать ограничения в количестве игроков. И его плейс летел. Mip City после этого попал на первую главную страницу игр, а его проект стал набирать обороты. Со временем Mip City становился еще более популярным плейсом. 1 000 000 визитов, 4, 10. По Mip City начали снимать много видео. Алекс без устали клепал новые обновления, и Mip City добился отметки уже в 30 миллионов визитов. Он даже добавил систему садоводства, в которой вы могли бы зарабатывать за счет выращивания растений и их продажи. И опа! На его канале появились официальные саундтреки для Mip City. Mip City в то время был в самом расцвете сил. Все больше людей захотело в игру и предвкушали, какими будут следующие обновления. Но случилось нечто, что в корне навсегда изменило Mip City. Настал тот самый трагический момент, из-за которого преобразился весь мир, когда время уже невозможно было повернуть вспять и о чем-либо сожалеть. В январе следующего года Алекс начинает вводить новые сомнительные апдейты, которые делали Mip City еще больше РП-игрой. Алекс создавал наилучшие условия для размножения отеров как вид. Начался обратный отсчет до хаоса, который навсегда изменит комьюнити и придаст ему нынешнее обличие. И всему виной были вечеринки. С 8 сентября Алекс Ньютрон анонсировал обновление Mip City, в котором вы могли устраивать вечеринки и веселиться с другими игроками. С этого момента начинается точка невозврата, и Mip City уже никогда не будет прежним. Ничто не предвещало беды. Игроки покупали Game Pass, чтобы получить доступ к вечеринкам. На первый взгляд все казалось безобидным.
но проблемы начали расти как снежный ком. Изначально проблема вечеринок не казалась значимой для сообщества, однако за пренебрежение приходится платить, и это было лишь начало. Вечеринки были как пороховая бочка, готовая взорваться в любой момент. Вопрос заключался лишь в том, когда именно это произойдет. С точки зрения социальной потребности, это было отличное обновление с хорошими намерениями. Кто-то устраивал ролевые игры, кто-то забирал людей на очередную тусовку или отмечал день рождения. Но, как гласит народная мудрость, любая медаль имеет две стороны. Это касается вечеринок, на которых люди могут собираться с не самыми благими намерениями. Речь идет о тех людей, кто устраивает вечеринки для отеров, ищущих онлайн-знакомства. Эти вечеринки могут использоваться не только для знакомств, но и для разврата. После таких слов можно понять, какую опасность в себе таят такие вечеринки, особенно если речь заходит о платформе с аудиторией, состоящей в основном из детей, у которых могут возникнуть проблемы с психикой из-за сомнительных личностей. И это все благодаря тому нововведению. Вводите РПшное обновление, создаете комфортные условия для размножения отеров. Чем больше потопных ролеплейных нововведений, тем больше шансов на появление отера в вашей игре. Кому нужны эти тинтеры, фейсбуки или ВК знакомства, как-то есть в Мипсити? Пока в Мипсити шло все гладко с притоком новых игроков, Алекс сделал очередной выстрел себе в ногу, и 25 января он добавил в игру функцию превращения, с помощью которой любой игрок может превращаться в ребенка. Игрокам не очень нравилась идея Алекса, но стоит учитывать, что Мипсити — это ролевая игра. До этого он тестировал анимацию R15, и в комментариях один пользователь жаловался на название вечеринки. Жалоб было много, но вопрос заключался в том, как Алекс собирался решать проблемы с откровенными вечеринками. Спустя месяц Алекс Ньютрон признал существование проблем с вечеринками и даже написал об этом отдельный блогпост. Вкратце, Алекс Ньютрон в блоге написал, что в проблемах Мипсити виноваты дети, которые злоупотребляют анонимностью и создают нежелательные вечеринки, и предложил меры для решения этих проблем. Ну, людям оставалось верить только лучшее. Алекс Ньютрон действительно пытался решить проблемы вечеринок, но его усилия были направлены не на источники всех проблем, а на устранение поверхностных симптомов. Так, через 2 дня Алекс Ньютрон отключил функцию названия вечеринки, которая позволяла отерам сигнализировать другим игрокам о подходящих для них вечеринках. Например, кекс-парти или плохо иметь бывшую на кровати. Да, название очень стрёмное. Однако это не смягчало всю ситуацию в целом. Были предприняты и другие меры. Алекс Ньютрон делал кровати невидимыми, заменял анимации, которые использовались неподобающе. Но эти меры не решали основную проблему с отерами. Они могли сношаться на полу и имитировать по-своему непристойные действия. Все методы решения проблем были ошибочными, ведь в Мипсити что? Отсутствовала модерация. У Алекса не было скрипта для модерации своего плейса. Он не хотел писать скрипт для этого, не хотел добавлять внутриигровых модераторов, ведь он ссылался на отчет Руплокса, и он считал, что если он разработчик игр, то на него не возлагается обязательство модерации. И вправду, а зачем внутриигровые модераторы? Если из-за их отсутствия зарепортить игроков за внутриигровые нарушения не представлялось возможным. Если вы захотите сообщить в отчете о потере, который надел откровенный наряд, то модератор увидит не его внутриигровой скин в Мипсити, а именно то, что у него надето в самом Руплоксе. Или вы решитесь сообщить модераторам о игроке, держащем табличку с неприемлемыми словами, то что они воспримут в качестве нарушения? Сама табличка или текст на ней? Вспоминаем из моего видео, что в 2015 году Roblox ввел новый искусственный интеллект для облегчения работы модерации, также и для рассмотра отчетности. Система может и не понять контекст или важность конкретного сообщения, так как может отслеживать только сам факт наличия таблички, а не ее содержание. Рупен Сим тогда освещал случай 8-летней давности, в котором ребенок столкнулся с педофилкой. Она хотела узнать его внешность, взамен на то, что она будет делать очень откровенные с ним вещи на камеру, с условием, что он ей понравится внешне. Если же нет, то она найдет себе другого. В ходе разговора он неоднократно кидал на нее репорты, получая всплывающее окно. Спасибо за сообщение. Наш модератор просмотрит логи чата и оценит произошедшее. Она действительно была забанена, только Роблоксу понадобилось на это 7 лет, чтобы забанить учетную запись злоумышленника, что говорит о некомпетентности модерации, которая закрывает глаза на репорты, считая их незначительными для рассмотрения. Через некоторое время Алекс в своем твиттере объявил о своей новой должности стажера, что является важным моментом для
дальнейшего развития событий в Мип-Сити. 20 июля лопнуло терпение у одного из самых значимых фигур в англоязычном комьюнити Роблокса – Кринлика Кэтс. И он решил опубликовать твит со скриншотом одной из недоброжелательной вечеринки. Там был запечатлен Отер, который клеился к девушке, сказав, чтобы она себя обнажила. Но на это Алекс ответил так. Ты знал, что можно жаловаться на игроков? Там есть такая классная функция. Кликаешь на значок в левом верхнем углу и жмешь на флажок рядом с их именем. Все просто. Представь, если бы система отчетности работала, как бы было спокойно в Роблоксе. Так они и работают. Если бы система жалоб работала, я бы не видел онлайн-дейтеров каждый раз, когда я захожу в твою игру. Прошли дни. Как думаете, предпринял ли Алекс меры по отношению к этому Одеру после прямого замечания Кринлика Кэтс в его сторону? Нет. Этот Одер до сих пор продолжал играть в Роблокс, и его профиль не был удален. Все, что Алекс предпринял за эти 5 месяцев, убрал кровати для вечеринок, название вечеринок, заменял анимации. Такие поверхностные меры его отношения к модерации и репортам заставляют задуматься о его несерьезном отношении к проблемам своей же игры. После того случая в Твиттере Кринлика Кэтс опубликовал видео с освещением проблемы Мип-Сити. Все и так знали о проблемах с Одерами, поэтому его видео похоже на крик души. После того самого видео между ними начался затяжной конфликт. Единственное, что он сделал после того самого видео, он предоставил владельцам вечеринок права на кик игроков, думая, что ситуация сама по себе устаканится. Помните, что Алекс становился стажером? Против него были выдвинуты серьезные обвинения. Кринлика Кэтс опубликовал видео с обвинениями причастности Алекса к бану его аккаунта. И у него был повод так думать. Месяц назад Кринлика Кэтс решил провести коллаборацию с таким ютубером, как Typical Motors. Один был известным троллем в англоязычном комьюнити, второй был известен тем, что он развлекал своих подписчиков использованием эксплойтов и связывал с этим свой контент. У них состоялась коллаба, которая вышла за месяц до блокировки аккаунта Кринлика Кэтс. Напрашивается мысль, а почему был забанен именно Кринлика Кэтс, при том, что блокировка произошла не только через месяц после коллаборации, но и после того самого видео с освещением проблемы Мип-Сити. И если случился бан из-за использования эксплойта, то Roblox должен был заблокировать их аккаунты еще за месяц до блокировки аккаунта Кринлика Кэтса. Если игрок сделал серьезное нарушение, то его аккаунт должен был быть забанен как минимум первые часы, если не за ближайшие дни. Он еще должен был быть забаненным за то, что он выдавал своему коллеге по цеху эксплойт. Но бан получил только один человек, который выделился тем, что он сделал видео про... Кого? Алекса Ньютрона. Кстати говоря, Typical Motors за все время своей деятельности эксплойтера был забанен только единожды. И то, потому что он злоупотреблял использованием эксплойта и специально нарвался на админов на их же плейсе. Есть еще один ютубер, контент которого также завязывается на использовании эксплойтов. Он за все время ни разу не получал бан от Роблокса, даже несмотря на то, что на тот момент он успел опубликовать 50 видео с использованием эксплойтов и набрал с этого свыше 9 миллионов просмотров. Поэтому вариант с тем, что представители Роблокса случайно увидели видео Кринлика Кэтса и забанили его профиль, отпадает. И напрашивается мысль, что Алекс сам рылся на его канале, искал повод заблокировать ему аккаунт, тем самым решив насолить своему и так неудобному оппоненту. Теория касаемо причастности Алекса становится еще более правдивой после того, когда Кринлика Кэтс прихватил удаленные твиты Алекса с вот таким содержанием. Он был забанен за использование эксплойтов и преследование пользователей в своих видео. Он был неправ. Также Алекс, ответив ютуберу, указал на последний пункт из правил, говоря, что это частичная причина его бана. Но откуда он об этом знает? Интересный вопрос. Один подписчик Кринлика Кэтс тогда задал логичный вопрос ютуберу, мол, почему Алекс забанил Кринлика Кэтса, если он мог забанить отеров? На что Алекс ответил: потому что преследование хуже Одинга. И я не причастен к его бану. Вау. По его словам, преследование хуже Одинга? Может, он так считает, потому что к нему все лезут и лезут с критикой в его сторону? Алекс тогда пытался отвлечь игроков от проблем с вечеринками, выпустив новую мини-игру Мип-Сити Рейзинг. Однако поток критики в его адрес был настолько сильным, что он не выдержал и решил снова оправдаться перед своей аудиторией. Многие из вас присылают мне скриншоты людей, нарушающих правила. Это здорово и все такое,
Но я не могу банить людей, поэтому просто сообщайте о них. Да, так бы и поверили, если бы не тот самый скрин, в котором Алекс забанил одного игрока. И то не потому, что игрок пытался Отерф остановить, а потому, что он якобы рассылкой спама занимался. Я говорю, Миш, мне похуй. Я так чувствую. Я не могу молчать. Иронично, что таких крупных скандалов могло бы и не быть, если бы Алекс прислушался к предложениям своих игроков и внедрил внутреннюю систему отчетов, как в одном пародийном плейсе Left 4 Dead. Это позволило бы Mip-City оперативнее реагировать на внутренние нарушения. А давайте представим, каким был бы Roblox, если бы Алекс все-таки прислушался и добавил бы модерацию в свою игру. Может, держал бы прочно свое лидерство и трава была бы зеленее. Но история наклонностей не любят. Со временем буря критики утихла, и Mip-City продолжал жить своей жизнью. Через месяц после релиза новой мини-игры Алекс выпускает Mip-City Racing, который подарил игрокам множество незабываемых эмоций. Эта мини-игра так прочно закрепилась в новом плейсе, что теперь, когда мы думаем о Mip-City, мы ассоциируем его не только с мипами, который является главным маскотом игры, но и с гоночными машинками. Это обновление действительно помогло Алексу улучшить свое положение и поднять Mip-City до небывалых высот. Следующий год стал поворотным для Mip-City и его разработчика. Его пригласили на 5-ю ежегодную премию Bloxy Awards, чтобы он представил победителя в номинации «Игра с самым высоким рейтингом». А вот и он сам. На этой же премии Mip-City была признана лучшей мобильной игрой года за предоставленные возможности и удобства для мобильных пользователей. День удался, ведь никому не снились успехи, которых достиг Алекс. После Mip-City стал первым плейсом, который достиг отметки в 1 миллиард, а затем в 2 миллиарда визитов, что стало рекордом за всю историю существования Роблокса. Это было время, когда вокруг Mip-City не возникали новые интриги. Алекс регулярно выпускал новые обновления, ратующие миллионы игроков. Mip-City превратился в медиа-гиганта, став одним из главных символов Роблокса и олицетворением его успеха. Хотя, кроме номинации, не было других значительных событий для Mip-City. Этот период подчеркивал стабильное развитие проекта. Несмотря на нерешенные проблемы с отерами, игровая составляющая развивалась стабильно. Однако, игнорируя проблему отеров и вечеринок, Алекс, сам того не осознавая, запустил проблему до такого состояния, что она стала бомбой замедленного действия, которая в будущем взорвется и разожжет новую волну ненависти. Даперс 93. Почти каждый знает в Роблоксе этот ник. И да, это не один человек, а целая мафия головорезов. В общем, большие фанаты Алекса. Они приобрели всемирную известность тем, что у них есть свой послужной список с их очень интересными приключениями. Например, Little Angel Stay Gear. Сам плейс был охвачен пожаром, и повсюду стояли жуткие модельки детей с очень интересными надписями. Ну и как же без скримеров. И Арсенал со своим сомнительным обновлением. При входе в плейс игроку могли предложить купить Кимпас, который якобы выдавал админ права. Они действительно выдавались, но не в Арсенале, а в другом плейсе, созданном хакерами. Хоть из-за таких взломов группа обрела свою первую известность, они известны не этим, а именно взломами Mip-City. Они настолько близки друг к другу, что на глазах комьюнити Роблокса они стали своего рода синонимами. Настал только что момент для детища Алекса, когда оно впервые подвергнется такой серьезной атаке. 2 октября на Mip-City случились серьезные нападки. На сей раз не со стороны критиков. Хакеры использовали эксплойт, чтобы внедрить вредоносный код в уязвимый скрипт игры, позволяющий им телепортировать игроков с одного плейса на другой. Давайте представим новую версию Mip-City. Что могло бы появиться во второй части? Новая система модерации? Более масштабные мини-игры? Сюжеты? Возможно, добавили бы новую локацию с пачками домами, стоящими на плаках? Хотелось бы, но... реальность сурова. Вас бы телепортировали в Mip-City 2, которая была не совсем радужной.
Сам Плейс содержал в себе оскорбительный и стереотипный контент по отношению к мусульманской религии. В игре была добавлена кнопка «Похвалить». При нажатии на нее над вашей моделькой всплывал текст, высмеивающий религиозных фанатиков, а затем ваша моделька взрывалась. Хакеры были еще теми исламофобами, но это вы еще увидите. Как-нибудь потом. Первый взлом тоже был послужить важным уроком для Алекса, что игнорирование проблемы лишь усугубит разочарование и недовольство, и это может в любой момент привести к эмоциональному взрыву. Подтверждает то, что объектом для атаки хакеры выбрали именно Мип-Сити, а не какой-либо другой плейс. Как говорил ученый Жак Фреско, остерегайтесь тихих и молчаливых людей. Они могут быть крайне опасны. Но в мрачных глубинках Мип-Сити появился человек, который набрался решимости противостоять тьме и отстоять честь Алекса всего Мип-Сити, несмотря на общественный гнев. Он поднял свой меч высоко над головой и был готов сражаться за справедливость и установление чести. И это был Канека Китон. января Канека Китон выпускает видео, в котором он выступил в защиту Алекса и его Мип-Сити, предлагая комьюнити альтернативное мнение касаемо проблем плейса и вечеринок. Канека Китон придерживался мнения, что Алекс незаслуженно подвергся хейту со стороны комьюнити из-за менталитета толпы. По его словам, такой менталитет был спровоцирован Green League Cats, который заявлял, что Мип-Сити стал рассадником одеров из-за некомпетентности и бездействия Алекса. Однако Канека Китон был не согласен с Green League Cats и придерживался иного мнения. По его словам, Алекс Нейтрон не мог модерировать свой же плейс, ведь он был самым обычным стажером, который пришел учиться и набираться опыта в игровой индустрии. Также он считал, что проблема с одерами была неподвластна Алексу, так как те находили обходные пути в ответ на его ограничительные меры. Канека Китон также полагал, что одеры начали появляться в Мип-Сити благодаря таким ютуберам, как Альберт и Фламинго, которые снимали стёбные видео про одеров, а желающие стремились обратить на себя внимание, имитируя неприличные действия, чтобы попасть в их видео. Ну и предполагал, что люди так забавлялись, троллили и вели себя несерьезно. Хорошо постарался Китон. Однако вспомним, что в 2017 году Алекс забанил не одеров, которые искали знакомства в вечеринках, а одного пользователя, который провинился тем, что он пытался остановить одеров. Но сам Алекс расценил это как рассылку спама, что вызывает еще больше вопросов о его моральной позиции по отношению к одерам. В Мип-Сити не было внутренней отчетности и модераторов, так как Алекс постоянно ссылался на систему отчетов Роблокса, которым потребовалось 7 лет на рассмотрение жалобы ребенка, а затем на последующий бан злоумышленника. Это свидетельствует о неэффективности системы отчетности и некомпетентности модераторов, которые могут игнорировать репорты, считая жалобы игроков несущественными. Алекс Нейтрон в течение 3 лет работал над Social Mips и в одиночку осуществлял модерацию своей игры. Он точно имел некоторое представление о модерации. Как так получается, что сам разработчик игры говорит, что в обязанности разработчиков игр не входит поддержание порядка и безопасности его же игры? Как может говорить такой разработчик, создавший плейс для детей и взявший на себя огромную ответственность за их безопасность и контроль? Как Мип-Сити оставался на главной странице игр и набирал миллиарды визитов, несмотря на отсутствие надлежащей модерации? Как Алекс Нейтрон, разработчик, казалось бы, обладающий профессионализмом, упустил внедрение системы модерации в столь крупном проекте? После того самого видео Канека Китон сумел частично отбелить репутацию Алекса, и в адрес Green League Cats начали поступать комментарии, оправдывающие Алекса и проблемы с модерацией в Мип-Сити. Ложь как дым, рано или поздно рассеется, и останется лишь правда. Напряжение Мип-Сити продолжает нарастать, и все, что накапливалось за эти 6 лет, начинает выходить наружу. Тайперс 93 снова взяли в руки оружие и возобновили охоту на Алекса. На этот раз они подготовились основательно, в то время как Алекс, словно страус, прятал голову в песок,
стараясь отвлечься от проблем Мип-Сити и все позже спекал тем модерирования. Теперь при входе в игру у вас немедленно пренаправляло хакерский плейс, в отличие от того же первого взлома. Как-то вам приходилось ждать несколько минут, чтобы попасть на другую карту. Теперь вы являетесь вершителем правосудия, ведь вы можете мстить Алексу за долгие годы страданий из-за отеров, за его некомпетентность модерации и пренебрежительное отношение к Мип-Сити. Каждый удар сопровождался женским стоном, и вам начислялись очки. Попытка сбежать через портал? Не надейтесь, ведь вам не избежать их гнева. Попытка покинуть игру? Вас телепортируют обратно, превращая ваше пребывание в Мип-Сити в бесконечный круг ада. Ну и конечно, как же обойтись без исламофобии? Они установили мечеть, внутри которой звучало мусульманское песнопение, а в углу лежал разлагающийся труп пророка Мухаммеда. Конечно, не обошлось без Харкиняна и Зельты, преклоняющегося перед Таперс 93. Почему именно Харкинян? Сам не знаю. Докатываться мы должны сами. Хакерские нападки на Мип-Сити не возникали бы, если бы Алекс следил за порядком своего же плейса. С момента второго взлома Мип-Сити начал трещать по швам. 18 февраля ютубер Laughability решил снять видео о проблемах Мип-Сити. Он хотел показать всю серьезность и значимость проблем с вечеринками. Алекс настолько сильно запустил ситуацию с вечеринками, что на каждом шагу вы могли встретить отеров. В такой детской игре было столько откровенного контента, что говорило о масштабах проблемы в системе игры. Такая проблема точно оставила бы после себя нестираемое пятно в виде последствий, от которых комьюнити никогда не избавится. I'm never gonna look at Meep City the same way again. This is just, dear Lord, man. For the first time in any of my videos, I do not have words. This is a children's game. 7-year-olds, 13-year-olds, they see that. Alex Neutron, please! It does not take much effort, Alex Neutron. Please just fix this. The second most popular party in your game. The second most popular. После этого видео, даже те, кто ранее оставался равнодушным, начали замечать проблемы с вечеринками, включая тех, кто не был знаком с Мип-Сити. На ютубе появилось все больше роликов, где ютуберы либо выражали возмущение, либо высмеивали одеров. Вскоре наступил тот самый судьбоносный момент в истории Мип-Сити, который оставил после себя глубокий вслед в истории Роблокса и его комьюнити, оставив глубокие болезненные шрамы, которые не зашили до сих пор, служа зловещим напоминанием о великой буре, потрясшей виртуальный мир. Did I just see what I thought I just saw? What the heck, dude? What the heck? No! No! Roblox! Hey, Roblox! I don't know if you want to, like, ban these people, but, I mean... Can I? Huh? No! No! I always kind of thought that people were joking when they said that this was a problem, but Стрим Криккрафта стал главным рупором и голосом всего комьюнити, вызвав огромный ажиотаж. Это было настолько масштабно, что через неделю PPC опубликовала статью, посвященную проблеме Роблокса с одерами. Когда вопрос с одерами затронул репутацию самой платформы, в Роблоксе прозвучал тревожный сигнал, и они уже не могли игнорировать проблемы с вечеринками. Через день Мип-Сити закрыли, поставив Алекса перед фактом. Либо он удаляет вечеринки, либо его плейс будет закрыт навсегда. Не прошло и часа, как Мип-Сити открылся вновь, но на этот раз уже без вечеринок. 6 лет потребовалось Мип-Сити для устранения этой проблемы, которую решили одним стримом. Проблемы с вечеринками оставили настолько большой след в сам Roblox, что в январе этого года Roblox добавил новое правило. Это правило гласит, что Roblox может блокировать даже невинные игры, если в них много игроков нарушают правила самой платформы, а разработчики не принимают достаточно мер для их устранения. Очень знакомо, не правда ли? Такое правило уже успели окрестить в комьюнити как правило Мип-Сити, из-за схожести сдержания правила с ситуацией с вечеринками,
который происходил в Мип-Сити до его первого закрытия. В августе прошлого года Roblox выпустил официальный карьерный центр для потенциальных кандидатов на работу или на партнерство. Изначально Алекс был включен в вестибюль вместе с 4 легендарными разработчиками, но его позже убрали из-за его репутации и наследия, которое он после себя оставил. Если вы в каталог Аватаре увидите такие же футболки после просмотра этого видео, скажите спасибо Алексу Неутрону, ведь из-за вечеринок в магазине аватаров их становилось все больше и больше. В истории Мип-Сити не было ясного ответа на вопросы, такие как: а почему Алекс так небрежно относился к своему главному проекту жизни? Или почему Алекс так несерьезно относился к проблемам вечеринок? А что если, помимо простого желания денег, у него была на это еще более глубокая причина? Один пользователь сообщил ютуберу Крилика Кэтс о наличии секретного аккаунта Алекса Неутрона. Чтобы подтвердить эту информацию, Крилика Кэтс начал добывать доказательства, и 8 января он опубликовал видео с результатами своего расследования. Суть расследования в том, что Алекс Неутрон имел скрытую увлеченность откровенным фури-контентом. Такие факты, как его старый никнейм, имя персонажа-повара, фури-твиты, говорящие об участии Алекса в фури-конференциях, его посты и использованные фури-сленги подтверждают факт, что Алекс является владельцем аккаунта CLB, которым он пользовался для просмотра фури-контента и взаимодействия с другими фури. Бездействие Алекса в решении проблем с вечеринками, затронувших миллионы детей, может быть связано с его личными интересами. Предполагается, что это увлечение могло повлиять на его восприятие и игнорирование проблем с содерами и вечеринками Мип-Сити. Ведь он мог считать это нормой и в порядке вещей. Крилика Кэтс предполагает, что интерес к фури-контенту мог способствовать его бездействию, что привело к самому массовому случаю развращения маленьких детей за всю историю комьюнити Роблокса. На такой трагической ноте заканчивается история некогда самого популярного плейса в Роблоксе, который мог стать его иконой. Мип-Сити неспроста был своего рода жемчужиной, в которой играла большая часть игроков. В каждом из нас Мип-Сити смог оставить след в наших сердцах и подарить нам яркие воспоминания, которые греют душу. Мип-Сити был очень близок к тому, чтобы вписать свое имя в историю, как один из лучших плейсов за всю историю Роблокса, если не самый лучший. Алекс привнес в свою игру нечто революционное, ту самую изюминку, которой не было у его конкурентов. Постройка домов, заработок мип-коинов, рыбалка, мини-игры, мипы. У каждого из нас есть свои причины любить или не любить Мип-Сити, но некомпетентность Алекса в модерации не делает игру абсолютно ужасной и не отменяет все его плюсы. По задумке она была великолепной, но страдала от серьезных недостатков из-за халатности разработчика, что стоило ей популярности и в конечном итоге репутации, которую очень сложно вновь отстроить. Мип-Сити стал примером того, что, поставив свои интересы выше своей мечты, можно потерять все, чего вы добивались все эти годы. Именно это и сделал Алекс, что привело к его падению с вершины. Всех целую и обнимаю.